Приветствую всех, кто продолжает со мной вязать, и это третья, последняя часть летнего платья Белладонна. Сегодня мы с вами свяжем нижнюю оборку и пояс. Что ж, ставьте пальчик вверх и давайте приступать к вязанию. После того, как мы провязали необходимую длину платья, мы будем переходить к вязанию оборочки. Я предлагаю связать вот такую оборку, как у меня, но вы можете выбрать любую свою. В конце платья между переходом основного узора и оборкой мы провяжем 2 ряда столбиков без накида. Первый ряд мы провяжем столбики без накида, просчитаем, сколько у нас столбиков, а во втором ряде мы будем подводить петли под кратность узора равного 12. То есть вот по такой схеме мы будем вязать. Этот узор у нас кратен 12. Поэтому мы провязываем первый ряд столбиками без накида, просчитываем петли, подводим во втором ряду кратность петель равную 12 под кратность нашего узора. Я начала провязывать, я провязала неполную длину платья, потому что многие из вас вяжут быстро и просят быстрее продолжения. Поэтому я покажу сразу, как вязать оборочку. И что хочу сказать, что неважно, на каком ряде вы остановились, это будет вот этот ряд или вот эта часть схемы узора у нас будет, это не суть важно. Так как узор, по которому мы вязали, вот именно вот этот вот у нас кратен 7, а мы будем переходить на кратность равную 12, то вот я начала провязывать первый ряд. Вот у меня начало ряда столбиками без накида. В этом ряде, то есть мы столбики без накида провязываем в каждую петельку. Вот здесь мы вязали 2 воздушные петельки, поэтому я сюда вяжу 2 столбика без накида. Дальше в каждый столбик, то есть в каждую петельку ряда мы провязываем столбики без накида. В этом ряде я просчитываю все петельки. Сколько у меня здесь столбиков без накида получится, посчитаю, сделаю расчет и подведу количество столбиков под кратность равную 12. И в следующем, во втором ряде, я добавлю необходимое количество петель под кратность 12, чтобы перейти вязать основной узор. Поэтому давайте провяжем 2 ряда столбиков без накида. В первом просчитаем петельки, во втором подведем под кратность 12 и далее будем переходить вязать уже оборочку. Я провязала последнюю петлю второго ряда, подвела все петельки под кратность узора равного 12. Вот получается, вот этот ряд провязали. Теперь я провязываю 3 воздушные петельки подъема, которые будут считаться за первый столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываю еще один столбик с накидом, 3 воздушные петельки, группа из 3 столбиков с накидом, 3 петли и продолжаю чередовать. То есть провязываю 1, 2, 3 петли подъема, далее провязываю, делаю накид на крючок, в следующую петельку провязываю столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. По схеме 3 воздушные петли мы пропускаем 1, 2, 3 петельки основания. И в четвертую вяжем первый столбик, второй, третий в каждую петлю предыдущего ряда. Накид на крючок, пропускаем первую, вторую, третью. И вот в четвертую петельку провязываем первый столбик, в следующую петлю второй столбик. И в третью петлю третий столбик. Опять 3 воздушные петельки, накид на крючок, пропускаем одну, вторую, третью и в четвертую начинаем вязать опять группу из 3 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий столбик. Опять 3 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3 петли основания, в четвертую провязываем столбик с накидом. Первый, второй и третий. Опять 3 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, 3 петли основания и в четвертую провязываем столбик
с накидом первый, следующую петельку второй и следующую третий. У нас получается вот такой узор. Мы провязываем до конца ряда и переходим на следующий ряд. Я провязала 3 столбика, подхожу к концу ряда, и если вы правильно подвели петли, так как мы в начале ряда провязали 3 воздушные петельки и 1 столбик, то для полного узора нам нужно провязать 3 столбика, чтобы было. И при правильном подсчете петель под кратность 12 петель узора у нас должно в конце остаться 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Мы должны провязать в конце ряда 3 воздушные петли, которые у нас идут на 3 петли предыдущего ряда, и в последнюю, в 4-ю петельку мы должны провязать 1 столбик с накидом и соединить вязание в 3-ю воздушную петельку подъема предыдущего ряда. Вот у нас должен ряд закончиться вот таким вот образом. Далее смотрим по схеме. Из 2-го столбика, куда мы сделали соединение, мы провязываем 3 воздушные петельки подъема, которые будут считаться за 1 столбик с накидом, воздушная петля, и в арочку из 3 воздушных петель предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с накидом. Далее 4 воздушные петли и 3 столбика с накидом в 3 петельки предыдущего ряда. Далее 3 воздушные петельки, 3 столбика, и мы так чередуем. То есть у нас разница будет получаться вот в арочках между 3 столбиками. То есть мы будем чередовать между 3 столбиками сначала 4 воздушные петельки, потом 3, 4, опять 3, 4, 3, 4, 3. Но везде мы будем вязать по 3 столбика с одним накидом. Значит, сейчас в начале ряда, там где мы соединили соединительной петелькой, мы провязываем 3 воздушные петельки подъема. 1 петелька у нас идет на ряд, и в эту арочку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали 3 столбика, провязываем 4 воздушных петли, 1, 2, 3, 4, и в эту арку опять провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Тут мы эту арочку мы провязали 4 воздушные петли, теперь вяжем 3, 1, 2, 3 воздушные петельки. Опять в эту арочку провязываем 3 столбика с накидом. То есть в арку мы вяжем всегда 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь вяжем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Провязали 4, опять 3 столбика с одним накидом в арочку. Тут мы вязали 4 арочку, сейчас провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять 3 столбика. И арочка из 4 воздушных петель. 4. Опять 3 столбика. И арка из 3 воздушных петель. И так мы чередуем. То есть в арочку предыдущего ряда мы всегда будем провязывать 3 столбика с одним накидом, и между ними мы делаем чередование. Сначала 4 воздушные петельки, потом 3. Опять 4, 3, 4, 3, 4, 3. И таким образом мы довязываем до конца ряда и переходим на следующий ряд. В конце ряда я провязала 3 столбика в арочку, 4 воздушные петельки, и теперь я должна провязать в арку 3 столбика. Опять я вяжу 1, 2, 3, и в конце у меня должна получиться арочка из 3 воздушных петель. Но мы провязали 3 воздушные петли подъема и 1 петельку на ряд. То есть у нас будет вот
3 воздушные петельки, они у нас будут считаться за первую петельку. Эта петля на ряд за вторую. И сейчас мы вот сюда провяжем еще одну петельку, и у нас получится 1, 2, 3. У нас получится полностью законченный ряд. Провязываем в конце еще одну петельку и находим третью воздушную петельку подъема. В третью воздушную петельку подъема соединительной петелькой провязываем. И таким образом мы получаем вот 3 столбика, и между ними 1, 2, 3 петельки. Провязали второй ряд. Следующий ряд мы будем провязывать арочками вот такими. И сейчас мы провяжем одну воздушную петельку, и в эту же вот петельку, которую мы провязали в предыдущем ряду, 3 воздушные петли подъема, провязываем столбик без накида. Провязали. Далее провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Провязали 3 воздушные петельки. Далее провязываем вот в арочку из 4 воздушных петель 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Чтобы у нас красиво смотрелась вот эта арочка, то я предлагаю вам 3 столбика с накидом вот вязать не в саму арку, вот в эту, а вот в любую петельку, либо в первую, либо во вторую. Можно во вторую провязывать все 3 столбика. Первый, второй и третий. Тогда узор будет красивее смотреться. 3 воздушные петельки. Далее опять накид на крючок и опять в одну петельку провязываем 3 столбика с одним накидом. Провязали. Вот так вот у нас получается. Далее опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот в арочку мы провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее опять 1, 2, 3 воздушные петельки, накид на крючок и опять провязываем вот такую же арочку. Накид на крючок и во вторую петельку провязываем, либо в первую, либо во вторую, как вам удобнее. Провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот так. Опять провязываем. Вот мы вот это провязали. Опять 3 воздушные петельки. И вот в арочку провязываем столбик с одним накидом. Опять 3 воздушные петли провязали. Находим арочку и провязываем в петельку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки, и в следующую петельку провязываем еще 3 столбика. 3 воздушные петельки и столбик без накида в следующую арочку. Вот таким образом у нас получается. Провязываем до конца ряда и будем переходить уже на 5-й ряд. В конце ряда я также провязала арочку из 3 столбиков с накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом. И теперь я должна завершить ряд 3 воздушными петлями и соединить вот в первый столбик, который мы вязали в начале ряда. Я провязываю 1, 2, 3 петельку, нахожу столбик без накида в начале ряда, который мы провязывали, и в него, вот он, я нашла, вот он столбик, в него соединительной петелькой подхватываю нить и протягиваю, соединила. Далее смотрим, у нас начинается вот этот ряд, то есть мы провязываем 1 воздушную петлю. Далее 2 воздушные петельки. 1,
2, всего мы провязали 3 петельки воздушные. И далее смотрим вот в арочку из 3 воздушных петель, которые мы вязали между двумя столбиками, мы провязываем столбики с 2 накидами и между ними по воздушной петельке. Всего мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Потом 2 воздушные петельки и столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Вяжем, плотность вязания должна быть по всему узору одинаковая, не затягивайте, не вяжите туго. Провязала 3 воздушные петельки, делаю двойной накид на крючок, нахожу арочку из 3 воздушных петель между столбиками с накидом и провязываю сюда столбик с 2 накидами. Провязала, воздушная петелька, опять двойной накид на крючок, в арочку ввожу, рабочую нить подхватываю, провязываю столбик с 2 накидами, воздушная петля. Провязала 2 столбика, нам нужно 7. Опять накид двойной на крючок, 2 ниточки, в арочку провязываю столбик с 2 накидами, воздушная петля. Опять двойной накид на крючок, в арочку провязываю столбик, воздушная петля. Вот я 4 провязала, еще мне нужно провязать 3. Опять двойной накид на крючок, в арочку провязываю столбик, воздушная петля, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний столбик, воздушная петелька, двойной накид на крючок и в арочку провязываю столбик с 2 накидами. Я провязала 7 столбиков с 2 накидами. Теперь 2 воздушные петельки, одна, вторая, нахожу столбик. Вот в предыдущем ряду у нас был столбик без накида, и в этот столбик ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Провязала. Опять по схеме 2 воздушные петельки, опять 1, 2, и опять двойной накид на крючок, и опять в арочку я провязываю 7 столбиков с 2 накидами, между ними по воздушной петельке. Я провязала 7 столбиков, опять 2 воздушные петельки, нахожу и сюда же провязываю столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и до конца ряда так и провязываю, в арочку провязываю 7 столбиков с двойным накидом, между ними 1 воздушная петля. Когда я провязала 2 воздушные петли, соединяю столбиком без накида в столбик без накида предыдущего ряда и вяжу по этой схеме до конца. В конце ряда я провязала также 7 столбиков, между ними по 1 воздушной петельке. Далее в конце ряда мы провязываем 2 воздушные петельки и столбик без накида, воздушную петлю предыдущего ряда. Провязываю 1, 2 петельки и вот в самую первую петельку, которую мы вязали в начале ряда, мы сюда провязываем столбик без накида. Все, провязали. Вот так у нас получилось. Далее мы начинаем следующий ряд и также веерочком будем провязывать по каждому веерочку предыдущего ряда. То есть вот по вот этому вот, где мы вязали 7 столбиков, между ними по воздушной петельке. Значит, следующий ряд мы начинаем с 2 воздушных петелек, 1, 2 воздушные петли, и теперь мы будем вязать
У нас было здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы будем провязывать также столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 2 петельки. То есть у нас будет чередование. Будем вязать столбики с накидом, но между ними 1 петелька, 2 петельки, 1, 2, 1, 2, 1. И соединять также в столбик, который вот мы провязывали, столбик без накида по предыдущему ряду. Итак, начинаем вязать. Первый столбик, как по схеме видите, мы провязываем в первый столбик предыдущего ряда. Тут вяжем столбики с одним накидом. Провязываем вот в первый столбик. Вот в этот в первый столбик провязываем. 1 воздушная петелька. Далее все столбики мы будем вязать в воздушные петли предыдущего ряда. Только первый и последний столбик мы будем вязать в столбике предыдущего ряда. Воздушную петельку провязали, накид на крючок, и вот в эти воздушные петельки дальше будем вязать столбики. Вот сюда провязываем первый столбик. Теперь 2 воздушные петельки. Опять столбик с накидом, в арочку сюда вяжем. 1 воздушная петелька, накид на крючок, столбик с накидом. 2 воздушные петельки, накид на крючок, столбик с накидом. 1 воздушная петелька, накид на крючок, столбик с накидом. 2 воздушные петельки, накид на крючок, столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и следующий столбик вяжем в столбик предыдущего ряда. То есть мы первый и последний столбик вяжем в столбике предыдущего ряда, остальные все вяжем в арочки, которые у нас были между вот этими столбиками предыдущего ряда. Провязали. Далее провязываем 1 воздушную петельку и соединяем ее вот в столбик без накида, который мы вязали в предыдущем ряде. Столбик без накида. Далее опять мы провязываем 1 воздушную петельку, 1 накид на крючок, и первый столбик провязываем вот в первый столбик предыдущего ряда, вот сюда. Провязали столбик, 1 воздушная петелька, опять накид на крючок. Теперь вяжем в арочке. Столбик с одним накидом, 2 воздушные петельки, опять накид на крючок, в арочку, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, накид на крючок, столбик с одним накидом, в арочку. Опять 2 воздушные петельки. Не забываем, что мы воздушные петельки чередуем. 1, 2, 1, 2. Накид на крючок, опять столбик с одним накидом, в арочку. 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом, в арочку. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом, в арочку. Воздушная петелька и последний столбик в столбик предыдущего ряда. Вот так у нас должно получаться. 1 воздушная петелька и столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. И так мы вяжем до конца ряда по этой схеме и будем переходить на следующий ряд. Я провязываю последний столбик в столбик предыдущего ряда, воздушная петелька. И последний столбик без накида соединяю в первую петлю, которую мы вязали в начале ряда. Провязываю столбик без накида. Все. Мы завершили этот ряд. И следующий, последний ряд, мы вяжем вот такие вот столбики с одним накидом. Будем вязать в арочки, где мы провязывали по 2 воздушные петельки. То есть сейчас мы провязываем 3 воздушные петельки подъема.
провязываем первую, вторую, третью петельку подъема, находим вот где мы провязывали арочки из 2 воздушных петель, и сюда я провязываю первый столбик, второй столбик. Из второго столбика я провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки, ввожу крючок вот в эти вот петельки сюда и провязываю пико. Провязала пико, и сюда же теперь в эту же арочку еще 2 столбика провязываю. Первый, второй. То есть я провязала 4 столбика, первые 2 столбика, пико и еще 2 столбика. То есть 4 столбика с одним накидом, и посередке у меня пико. Вот сюда, это я первый провязала по схеме. Далее, которая в серединке, мы будем вязать по 3 столбика, между ними пико. То есть всего 6 столбиков, 3 столбика провязали, пико, еще 3 столбика. А в конце также 4 столбика, посередке пико. И дальше также по схеме. Теперь опять накид на крючок, нахожу вот в серединке 2 воздушные петельки, в эту арочку я провязываю первый столбик, сюда же второй, сюда же третий, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, ввожу крючок вот сюда, придерживаю пальчиком и протягиваю, провязала пико. Опять накид на крючок, и в эту же арочку из 2 воздушных петель еще провязываю 3 столбика с одним накидом. Вот так. Теперь опять накид на крючок, нахожу вот арочку из 2 воздушных петель, сюда провязываю 4 столбика с накидом, между ними пико. Ввожу крючок в эти петельки, протягиваю ниточку и еще 2 столбика. Вот так. Далее находим следующую нашу вот эту ракушку. Находим, вот они у меня, вот 2 воздушные петельки, вот 2 воздушные петельки, вот 2 воздушные петельки. Сюда и будем вязать. Тут мы больше не вяжем никакие воздушные петли. Опять сразу же делаем накид на крючок и вводим в арочку из 2 воздушных петель. Провязываем первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, 3 воздушные петельки в пико провязываем и еще 2 столбика с одним накидом. Провязали накид на крючок, в серединку мы 6 столбиков вяжем, между ними пико после 3 столбика. Вот 3 я провязала, 1, 2, 3 воздушные петельки, ввожу крючок, провязываю пико и еще сюда 3 столбика. Первый, второй и третий. 6 столбиков провязала, накид на крючок, в эту арочку 4 столбика, между ними пико. Первый, второй, 3 воздушные петельки, провязываю пико и сюда еще 2 столбика. У нас вот так вот должно получаться. Провязываем ряд до конца и соединительной петелькой в первую петельку завершаем ряд. Я провязала 2 столбика, пико 2 столбика последние, и мы соединим в 3 воздушную петельку подъема вот сюда. Вводим крючок, подхватываем рабочую нить и завершаем ряд. И еще одной петелькой мы затягиваем. Все. Обрезали ниточку, затянули, и хвостик мы прячем. Кстати, на вот такую чудесную салфеточку у меня есть также мастер-класс, ссылочку я оставлю, переходите, вяжите.
Очень удобная вещь для кружечек, как подставочка и просто как красивая вещь кому-то подарить. Итак, мы связали нашу оборочку. Она у нас получается, выглядит вот так вот. Далее мы будем переходить к вязанию пояса. Пояс в моем случае представлен в виде вот шнурочка вот такого вот. Для того, чтобы связать пояс на платье, нам понадобится 2 нити. У меня вот это остатки пряжи Коко и остатки пряжи Пеликан. Мы будем вязать в 2 ниточки. То есть мы берем 2 ниточки, нам понадобится крючок номер 3. Складываем ниточки. И будем использовать метод 5 длин. Для начала мы должны измерить, какой длины пояс нам необходим. Вы должны определиться и, допустим, условно вам нужно провязать пояс длиной 10 сантиметров. Я беру условную единицу, потому что, чтобы мне было вам проще показать и объяснить. Беру 10 сантиметров и делаю 5 сложений 10 сантиметров. Вот у меня ниточка, начало ниточки, я складываю, делаю 5 сложений. Вот 1, 2, двойное сложение, тройное, четвертое и 5. Вот у меня 5 сложений нити. В вашем случае это может быть 1,5 метра пояс или метр, смотря на ваше усмотрение. Если у вас, например, 1,5 метра, то вы должны сделать 5 сложений 1,5 метра. Когда мы сложили, берем крючок и начинаем набирать воздушные петли, вот ниточка, которая идет от мотка. То есть мы берем и обычным способом набираем воздушные петельки от мотка. То есть вот наши 5 сложений. Мы к концу ниточки набираем воздушные петли. Вот я довязала, прикладываю к сантиметрам и получаю свои 10 сантиметров, 10,5. Половинка это тут не столь важно. То есть чем удобен метод 5 длин, тем что можно в 5 сложений получить необходимое количество сантиметров без подсчета, без провязывания образца. Этот способ очень удобен, я его всегда использую именно при вязании крючком. Поэтому советую посмотреть мое видео, и я думаю, вам понравится, вы будете его использовать. Итак, когда вы получили свою длину, там у кого какая, метр, 1,5 пояса, возвращаемся к началу, откуда мы набирали, делали набор петель, вводим крючок в первую петельку, подхватываем рабочую нить, протягиваем и провязываем одну воздушную петельку. По цепочке до конца. Провязываем последнюю петельку. И еще раз прикладываем и проверяем полученное количество сантиметров. Я приложила и получила ровно 10 сантиметров. Поэтому этот метод очень удобен. Теперь, чтобы сделать наш поясок потолще, мы провяжем еще в обратном направлении, вот по этой стороне. То есть мы провязали вот так вот. Сейчас развернемся и по обратной стороне провяжем еще цепочку. Поэтому провяжем одну воздушную петельку и по обратной стороне цепочки, вот в эти петельки, мы провяжем также столбики без накида в каждую петельку.
И вот такой поясок у нас получается. В конечном итоге у нас вот они получились, наши желаемые 10 сантиметров. Поэтому потом мы ниточку обрезаем, вы провязываете свою длину пояса, которая вам необходима. И я покажу вам, как мы этот пояс будем вставлять. Мы провязали наше платье. И у меня вот передняя часть. Что понятно, что где мы вязали вот основной узор, вот эти наши квадратики, там мы пояс будем вставлять вот в эти отверстия. Вот эти отверстия вот сюда, вот так вот, таким образом мы будем продевать поясок. Но там, где у нас вот эта филейная сеточка идет, то есть мы будем продевать поясок не после, где у нас провязаны столбики, а вот над столбиками без накида. Там, где филейная сеточка, вот видите, тут большое как бы расстояние получается. Вы можете точно так же продеть поясок вот так вот здесь, то есть выбрать место и вот так вот продевать. И в конечном итоге у нас получится вот так вот. Вот так вот продетый. То есть вот видите, вот я между столбиков вот здесь этот поясок продевала. Поэтому вставляем поясок. И у нас получается вот такое чудесное летнее платье. Я надеюсь, вам было приятно со мной вязать. Поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь, кто не подписан. И впереди вас ждет еще много интересных мастер-классов. И я буду очень рада вашим отзывам, комментариям. И спасибо за то, что вяжете со мной.